Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Всем здравия и весеннего солнечного настроения. Именно гармоничное, счастливое состояние человека поможет семенам пробудиться и принять созидательную программу на здоровые растения с добротным урожаем. Так что к моменту посева семян на рассаду готовьтесь заранее, с хорошим настроением. Беритесь за сам посев или замачивание семян, которое и является посевом, началом жизненного процесса будущего растения. Сегодня мы рассмотрим агрогороскоп посева семян сладкого перца в феврале 2022 года. Судя по вопросам с того же множества новых подписчиков и участников групп социальных сетей, остается непонятной тема замачивания семян. Буду опять и опять рассказывать, чтобы вы не делали ошибок. Начну с примера. Одна из наших подписчиков в 2021 году замочила семена сладкого перца в период нахождения Луны в знаке Водолей. А посев, то есть уложить семена перца в горшочки с почвогрунтом, решила провести в Тельце по нашему агрогороскопу. Прошла неделя, вторая, месяц, а семена не всходили. Она мне выслала описание всех своих действий со всем временем, когда что делала, и возмущение, что Телец – плохой знак для посевов. И только когда она посмотрела наше видео с названием «Момент замачивания семян – это момент посева», а вы знали, с таким названием, я вам тоже сделаю сноску на это и еще несколько других видео на эту тему, потому что эта тема оказывается очень актуальной. Но давайте вернемся к самому примеру этого прошлого года. Семена сладкого перца были замочены в период Луны в знаке Водолей. Именно с замачивания, с момента поступления воды к семечке происходит запуск жизни семени. Также для прорастания семян нужны кислород, то есть воздух, определенная температура, освещение, и сами семена должны быть с живым зародышем семени и с запасом питательных веществ. В Водолее все живое и неживое в земле, на земле, каждая клеточка любого то ли растения, то ли семян, и человеческая клеточка вступает в активный процесс дыхания. А для семян это очень важно. Если же замочить семечку в это время в Водолее, то семечка не сможет дышать, она задохнется и погибнет. И уже никакие условия не помогут возродить жизнь самого семени. Кстати, напомню, что именно в знаке Водолей опытные, мудрые селекционеры сеют именно новые сорта, гибриды, только созданные, чтобы испытать их жизнестойкость. Они не надеются на урожай. Их задача увидеть новые сорта, новые гибриды в процессе всхода. Если семена не всходят, то этот новый сорт чаще исключают из своих дальнейших наблюдений. Только продолжают работу над новым сортом или гибридом, если хоть одна из нескольких десятков семечек проклюнулась и даже начала расти. Это мы будем с вами этот момент рассматривать, когда будете проводить испытания со своими новыми сортами. Будут агрогороскопы на эту тему, каждый год мы эту тему освещаем. Но вернемся к тому, что мы делаем, обычные огородники. У нас есть и селекционеры, и они опытным путем тоже эти вещи испытывают и создают новые сорта. Мы же с вами в основной массе не селекционеры. Мы огородники, дачники,
которые купили семена перца, или же собрали свои семена, или собрали семена из понравившегося плода перца, и хотим получить добротный урожай витаминных плодов перца. И именно с семенами сладкого перца всегда бывают проблемы. Вот одна из серьезных проблем – это замачивание семян в непродуктивных знаков. Если бы огородница замочила из всех этих периодов в знаки рыбы, а положила в почву грунт замоченные семена в период Луны в знаке Телец, то это было бы успешное начало, отличная такая основательная закладка фундамента для урожая сладкого перца и для роста, и для всходов. Давайте рассмотрим именно агрогороскоп посева семян сладкого перца на рассаду в феврале 2022 года. Время, как всегда, московское. Итак, первый замечательный период для посева семян и для замачивания семян – это время нахождения растущей Луны в знаке рыбы. Посмотрите внимательно. 3 февраля можно начинать замачивание или посев почвы грунт с 9 часов утра и до конца суток. С 9 часов именно потому, что новолуние произошло 1 февраля в 8 часов 47 минут. И Луна зашла в знак рыбы 2 февраля с 14 часов. А это еще время черной Луны. Это геката. Это время не для посевов для жизни, а для смерти. Поэтому даже продуктивный знак. Но вот это состояние гекаты, вот это время не используется для посевов. Поэтому мы выбрали 3 февраля с 9 часов и до конца суток. Хороший продуктивный период. Далее, если не успели в этот период, есть еще часть дня 4 февраля с 0 часов до 11 часов. Снова же мне многие говорят, почему неправильное время знака рыбы? А потому что Луна без курса уже с 12 часов 42 минут и будет находиться до 17 часов 57 минут. Луна без курса – это непродуктивное время, это спящая Луна в этот период. Печальные результаты. То же самое мы уже испытали много раз. Те же самые семена, то же самое делаешь по технологии, а вот это время попадаешь и все, результата нет. Хотя растения как будто бы на вид и зеленые, но урожая, к сожалению, кроме 1-2 плодов, а мы картофель испытывали, попали вот в эту Луну без курса, так вот, до Луны без курса в один день хороший урожай, замечательный, 2 куста и ведро, а на второй день вот попали на Луну без курса и получили мелюзгу, очень такие маленькие картофельные, даже меньше грецкого ореха. Казалось бы, телец – хороший знак. Но вот это из примеров нашего опыта я вам привожу и доказываю, что вот это такой вот результат. Можете проверить, кстати. Итак, идем дальше по агрогороскопу. Следующий период замечательный – это время Тельца, снова растущая Луна. Телец – это великолепный знак, это время, когда получается очень долго всходят семена, но получаются сильные, крепкие, здоровые растения и замечательный урожай. Вот это мой любимый знак, многие наши уже подписчики знают, что я использую именно этот знак для посевов и посадок. Ну вот у нас в Тельце в феврале месяце вот такая ситуация. 7 февраля мы можем использовать вот этот период благоприятный с 3 часов ночи до конца суток. 8 мы пропускаем. Пропускаем из-за того, что Луна будет переходить из первой во вторую фазу в 16 часов 51 минуту. К этому моменту, а эта стрессовая ситуация будет длиться плюс 12 и минус 12 часов, то есть сутки
сутки, вот с этого момента, с 16 часов 51 минуты, поэтому высчитала все это четко время, которое мы можем использовать в Тельце. 8 пропускаем, а вот 9 мы можем использовать только с 5 часов утра и до 7 часов утра. Здесь у нас снова поработает Луна без курса, то есть будет спящая Луна с 7 часов 50 минут до 13 часов 27 минут до момента перехода Луны в другой знак. Вот она любит отдыхать и должна отдыхать до перехода в другой знак. Это всегда такое правило. Правда, разные периоды времени. Идем дальше. Еще один очень хороший знак. Объясняю все дотошно, все раскладываю по полочкам. Так хочется, чтобы вы все сделали правильно и чтобы у вас был хороший урожай. Смотрите, рак тоже покровительствует сладкому перцу. И тоже растущая луна. 12 февраля начинается этот хороший период в знаке рак с 4 часов утра и до конца суток. 13 февраля все 24 часа, ну а 14 февраля с 0 часов и только до 12 часов. Дело в том, что Луна без курса у нас будет из 13 часов 28 минут и до момента перехода Луны в знак Лев до 14 часов 17 минут. Но я никогда не дотягиваю это время до четкой границы. Есть еще время, когда вот идет просыпание Луны, и эта энергия уже ощущается именно следующего знака. Поэтому даю минимум от часа до 2 часов вот этот период для того, чтобы Луна уже настроилась на другой знак, но это уже не продуктивное время для того, чтобы посеять или же заложить в мокрую ткань для того, чтобы семена были замочены и проклюнулись. Запишите или сделайте скрин агрогороскопа посева сладкого перца на февраль 2022 года. А сейчас агрогороскоп для уже проклюнувшихся семян. Это лучшее время февраля для того, чтобы уложить уже семена в почву-грунт для дальнейшего роста. Надеюсь, что эти два агрогороскопа помогут посеять или замочить семена сладкого перца в благоприятные периоды рыб, тельца и рака, а затем выбрать из агрогороскопа лучшее время для проклюнувшихся семян и отправить их в почву-грунт. Вот он, агрогороскоп для проклюнувшихся семян на февраль 2022 года. Время также московское. Рыбы. Растущая луна 3 февраля с 9 часов утра и до конца суток, 4 февраля с 0 часов и до 11 часов. Многие мне могут сказать, что это время посева. Дело в том, что у нас есть те, которые уже посеяли в январе, и мы даем вот это время всего месяца. Вы можете посеять в рыбах, а те, кто посеяли раньше и уже проклюнули семена, можете использовать вот этот знак. Идем дальше, когда можно еще проклюнувшиеся семена положить в почву-грунт и продолжить их жизненный процесс. Это Овен, растущая луна, 4 февраля с 19 часов, 5 февраля все 24 часа, 6 февраля с 0 часов до 19 часов. Вот он, Телец. Еще один вариант вы можете снова же замочить в рыбах, а уже проклюнувшиеся семена уже посеять во время Тельца при растущей луне. Здесь вот тоже такой же период, точно такой, как и для посева. 7 февраля с 3 часов ночи до конца суток, 9 февраля с 5 часов утра и до 7 часов утра. Следующий период, снова же очень хороший, это тот же рак, который покровительствует и сладкому перцу. Растущая луна 12 февраля с 4 часов утра до конца суток, 13 февраля все 24 часа, 14 февраля с 0 часов до 12 часов дня. Еще один очень хороший период, мы высчитываем буквально каждый хороший период для проклюнувшихся уже семян. Вот есть 18 февраля в Деве с 20 часов и до конца суток. Мало времени, но вы вдруг пришли с работы или где-то были, приехали и смотрите, ваши семена проклюнулись. У вас вот есть период 18 февраля с 20 до конца суток, вот с 20 часов и до 24 часов провести вот эту работу.
Еще один хороший период – это знак весы. Но прошу учесть, что в весах это и убывающая луна не имеет значения или растущая. Знак стихии воздуха. Весы подходят для того, чтобы здесь использовать уже проклюнувшие семена и положить почву-грунт. Но напоминаю, что должны быть такие условия. Почва-грунт должен быть заранее увлажнен. И только при таких условиях ни в коем случае не поливайте. А теперь называю периоды. 19 февраля с 8 часов утра до конца суток, 20 февраля все 24 часа, 21 февраля с 0 часов до 7 часов 30 минут. Еще один период – это Скорпион, очень хороший период, убывающая луна. 21 февраля с 13 часов до конца суток. 22 февраля все 24 часа. 23 февраля с 0 часов до 11 часов. Еще есть очень хорошие периоды, используем их также. Это Стрелец, убывающая луна. 24 февраля с 14 часов 30 минут до конца суток. 25 февраля с 0 часов и только до 5 часов 30 минут утра. Ну, вот такие периоды у нас есть. Это чистое продуктивное время. Ну и завершится месяц прекрасным периодом в Козероге при убывающей луне. 25 февраля с 20 часов до 0 часов, 26 февраля все 24 часа и 27 февраля с 0 часов до 16 часов 30 минут. Вот это у нас такой второй агрогороскоп. Вот и подошло к завершению наше сегодняшнее видео. Надеюсь, мы смогли донести ту важную информацию, которая очень ценна и важна сегодня для тех, кто начинает только, но и для тех, кто еще об этом даже не догадывался, не знал и по старинке считал замачивание любой период лунного месяца в любом знаке, и затем в плодородном знаке просто-напросто уже устанавливали в почву грунт для роста. Теперь вы знаете, что самое главное – это то, что вы и замачиваете или сеете. Это должен быть обязательно продуктивный, плодородный знак, в котором находится Луна. Мы, авторы канала Раиса Кириченко, Александр Волик, сами это все прошли, не один год, много ошибок делали. Сегодня делимся с вами для того, чтобы вы не становились на одни и те же грабли снова и снова. Используйте опыт и знания, и мы желаем вам удачи в этих ваших делах, удачных всходов, дружных всходов и хорошего вам урожая в 2022 году. Мы прощаемся с вами. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.